Привет, мне поступила заявка связать бодик из пряжи. Детская новинка с вот таким вот узорчиком теневым, совушкой. Приятного просмотра. Начнем с того, что нам понадобится для вязания этого боди. Так как запрос поступил на пряжу детская новинка, я, конечно же, взяла ее. Цвет 73 айсберг. 200 метров на 50 грамм, 100% высокообъемный акрил. Вы можете заменить ее на любую другую пряжу с похожим метражом. В 100 граммах это будет 400 метров. У меня есть еще один мастер-класс для более толстенькой пряжи. Я оставлю на него ссылочку. Он примерно аналогичен, только там я не вывязываю рисунок. По пряже все. Дальше нам понадобится две пары спиц. Одни основные, это 3 миллиметра. Другая пара спиц нам понадобится, когда мы будем выделять переднюю часть и вязать спинку отдельно. Для того, чтобы было более удобно, мы снимем полностью петли передней части на дополнительные спицы, или вы можете вместо этого использовать обычную ниточку. Просто переснимите на ниточку петли. Но у меня, так как есть вторая пара спиц, я решила использовать ее. Далее у меня спицы чулочные, они нам понадобятся в тех моментах, когда мы будем вязать бретельки. Ну, также можно, в принципе, вязать и на этих спицах, но, конечно же, на чулочных будет удобнее. Нам понадобится 4 маркера и иголочка, потому что мы будем пришивать пуговки. Пуговки 15 миллиметров, у меня вот такие вот handmade, самые обычные с AliExpress. Ссылочку на них я тоже оставлю. Вот такие вот обычные handmade с AliExpress. Нам понадобится 4 штучки. По расходу пряжи. Расход пряжи на самый маленький размер примерно 30 грамм. Ну и дальше, конечно же, будет увеличиваться расход. Но 50 грамм вам 100% хватит. Конечно же, понадобятся записи мои. Вот мои записи про боди. Я уже вязала по ним штучек 5, наверное, боди связала. Но мастер-класс я вязала не по этим записям, а по другим. По этим записям я буду вязать на камеру в первый раз. Начнем с того, что мы во всех трех размерах, я беру размеры 0,3, 3,6 и 6,9 месяцев. Дальше вы по аналогии будете просто прибавлять петельки. Во всех трех размерах мы начинаем вязать с 15 петелек. Отматываем так вот сантиметров 40, наверное. И обычным набором мы набираем 15 петелек. Набрав петли, мы оказываемся с вами в изнаночном ряду. Мы сейчас будем вязать платочной вязкой, поэтому в изнаночном ряду мы также вяжем лицевыми петельками. Нам нужно сейчас провязать 5 рядов платочной вязки, то есть 5 рядов мы будем вязать все ряды лицевыми петлями. Вяжем лицевыми петлями. Кромочную мы вяжем изнаночной. Довязываем до конца, вяжем кромочную. Лицевой ряд, выходим в лицевой ряд и вяжем также все лицевыми петлями. Встретимся с вами в 6-м ряду. Мы будем делать прорези под пуговки. У нас 6-й ряд, мы делаем прорези под пуговки. Снимаем кромочную, вяжем, что я сделала, 3 лицевые, делаем накид и вяжем 2 вместе с наклоном вправо. Провязываем 3 лицевые, 2, 3, делаем убавку. Так, убавку влево мы здесь должны сделать, раз мы там делали вправо, значит здесь мы делаем влево. Накид, 3 лицевые, кромочная изнаночной. Далее мы продолжаем вязать до 9 ряда платочной вязкой. 10 ряд мы вяжем лицевыми петельками тоже. То есть мы сейчас с вами провязываем до 10 ряда, 4 ряда и встречаемся. Накиды мы провязываем лицевыми. 9 ряд связан.
мы вяжем 10 ряд весь лицевыми петлями, и в 11 у нас будут уже изменения. 11 ряд мы кромочную снимаем, провязываем 4 петли лицевыми, 5 петель изнаночными, 4, 5 и 4 петли лицевыми. Теперь во всех рядах первые, кроме кромочной, и последние 4 петли мы будем вязать лицевыми. У нас сейчас 12 ряд. В 12 ряду мы начинаем делать прибавки в передней части. Прибавки делаются так. Мы провязываем нашу вот эту планку и обратите внимание, мы делаем первую прибавку. Прибавку будем делать из нижней петли. За правую дужку нижней петли мы подхватываем, провязываем саму петлю. Оставшиеся петли провязываем. Последняя петля из лицевых, провязываем ее. За левую нижнюю дужку мы подхватываем. Так, левая нижняя дужка. Провязываем лицевыми до конца ряда. Изнаночный ряд мы также соблюдаем. 4 петли мы вяжем лицевыми, среднюю часть изнаночными и также в конце 4 петли лицевыми. До какого количества петель мы увеличиваем? Сейчас скажу. 27, 30. Нет, не туда посмотрела. 31, 33, 35 петель. Извиняюсь. Не то сказала. Еще раз повторяюсь. 31, 33 и 35 петель. Я вяжу самый маленький размер, поэтому я буду вязать до 31 петли. Таким вот образом сейчас это выглядит. Прибавки мы делаем в каждом лицевом ряду. Я уже практически закончила. Покажу вам еще раз, как мы делаем прибавки. Мы провязываем нашу, как я ее назвала, я забыла. Забыла уже, как назвала, планку. Поднимаем правую нижнюю дужку, провязываем лицевой, довязываем до конца ряда и делаем вторую прибавку. У меня уже на спицах 30 петель, мне осталось прибавить 31 и провязать изнаночный ряд. И тогда мы начнем вязать уже заднюю часть. Я провязала последнюю лицевую, и мы поднимаем левую дужку. Вот она у нас. Ой, не ее, а вот эту. Пряжа такая светлая, я даже, я надеюсь, вам там все видно. Вот я провязала левую нижнюю дужку и до конца ряда. Довязываю и провязываем изнаночный ряд, последний. Мы закончили с передней частью и отрезаем ниточку. Теперь нам надо набрать 14 петель. Как нам это сделать? Мы перетаскиваем вот так вот эту нашу половинку и набираем 14 петелек. На заднюю часть у нас набирается четное количество петель. Таким же образом на 2 спицы мы набираем 14 петель. Задняя часть у нас вяжется немного проще. Нам нужно 9 рядов вязать просто платочной вязкой. То есть в каждом ряду мы вяжем все петли лицевые. Вяжем 9 рядов. 9 ряд готов. 10 ряд мы полностью вяжем лицевыми петельками. В 11 у нас будут уже изменения. 11 ряд. В 11 ряду мы начинаем вязать планку, как мы вязали в передней части. 4 петли лицевыми, 4 петли изнаночными, потому что у нас здесь на одну петлю меньше. Так. Что-то у нас на улице так кричат, я не пойму, то скорая приезжала. Ужас какой-то, что-то происходит.
И таким образом мы теперь вяжем, вывязывая планку до 16 ряда. В 16 ряду мы начинаем делать прибавки, так же, как мы их делали в передней части. Я это показывать не буду, потому что делается точно так же. Запоминайте, в 16 ряду мы начинаем вязать прибавки. Прибавляем мы до 38, 40 и 40. А как так? Нет. 38, 40 и 42. Записано у меня почему-то 44. 38, 40 и 42. Чтобы не тратить ваше время. Вот так вот должно это выглядеть. Я забыла сказать, что нам нужно выделить первые и последние 5 петель маркерами на двух половинках. Просто вот сейчас я уже закончила вязать вторую половинку. И я ставлю маркеры. То же самое нужно сделать и с передней частью. Так как я закончила вторую половинку, мы начинаем вязать наш первый круговой ряд. Он будет весь вязаться лицевыми петлями. Мы провязываем полностью всю заднюю часть и встречаемся с вами. Последнюю петлю в задней части мы провязываем лицевой. Я провязала все 38 петель задней части. У вас может быть другое количество петель, если вы вяжете на другой размер. И мы так вот натягиваем нить на указательный палец и набрасываем 4 петли. 3, 4. И приступаем к передней части. Также провязываем все петли передней части просто лицевыми петлями. Также кромочную мы провязали лицевой и набрасываем также 4 петли. То мы сформировали, получается, наши, вот, как это правильно называется, проймы, не знаю, как внизу это называется. И объединяем в круг. Связываем, нет, так, ошибочка. И вот у нас объединение в круг, и первую петлю мы провязываем изнаночной. Провязываем до маркера 4 изнаночных еще. И теперь нам нужно будет сформировать здесь 3 полосочки. Теперь у нас новое начало ряда. Вот здесь я на него вешаю зеленый маркер, для того, чтобы он был другого цвета. Вот у нас начало ряда. Мы провязываем петли с задней части лицевыми. И опять будем формировать полосочки. Нам надо будет их вот в этих вот местах сформировать 3 полосочки платочной вязкой. То есть получается провязать платочной вязкой 5 рядов. Мы доходим до 14 петель, выделенных маркером, и провязываем их все изнаночными. В следующем ряду мы все эти 14 петель должны будем провязать лицевыми. Так, провязываем наши накиды, они легко провязываются изнаночными петлями. И таким образом нам надо будет провязать 5 рядов платочной вязки по кругу. Каждый раз перед зеленым маркером мы смотрим, если у нас были изнаночные после зеленого маркера, мы вяжем, значит, лицевыми эти 14 петель. Так вот. Так, вот у нас оставшиеся петельки перед маркером, 9 штучек. Мы снимаем маркер, провязываем их изнаночными. И сейчас будем вязать, переходить на следующий ряд и вязать лицевыми петельки. Не переживайте, вот эта петелька потом уберется. Вы ее подтянете, она не будет торчать. Если она у вас не растягивается, то вообще отлично все будет. Провязали изнаночными до маркера. Смотрим, у нас получается следующая петля лицевая. Все. Перешли на следующий ряд. Провязываем следующий ряд. У нас будет опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Таким вот образом вяжем. Я уже сформировала, давайте вот с этой стороны покажу. 3 полосочки. Далее нам нужно переходить на лицевую гладь. Так как у нас здесь будет рисунок, по моим расчетам делаем так. Смотрите.
Я беру самый маленький размер, у меня будет сейчас 24 ряда лицевой глади, после этого у меня будет 5 рядов платочной вязкой опять идти. В общем, получается 29 рядов. Перед тем, как мы начнем делать уже скосы и будем обратно поворотными рядами вязать переднюю и заднюю часть опять. Поэтому рисунок у нас в высоту 25 рядов. Следовательно, из 29 мы отнимаем 25, и у нас получается 4 ряда. То есть сейчас нам надо просто по кругу провязать 4 ряда лицевыми петельками. Если у вас другой размер, вы провязываете 7 рядов и 10 рядов лицевой глади. Я вяжу 5-й ряд, и встречаемся мы с вами в 5-м ряду перед вот этим первым маркером передней части. Так, давайте сразу же обговорим этот момент. В передней части у нас получается между этими маркерами 21, или как, сейчас скажу, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, да, 21, 23 или 25 петель. Рисунок у нас на 19, то есть в моем случае я 2 петли буду провязывать лицевыми в начале и в конце по одной петле. Вы будете провязывать по 2 или по 3 в начале и в конце лицевые, потому что рисунок, его растянуть невозможно, он в таком виде, в котором он есть. Фотографию рисунка я вам вставлю, также я добавлю его во вкладку сообщества вместе с описанием этого боди. Он у меня уже там есть, и я добавлю его в Инстаграм, во ВКонтакте, ну я везде добавлю, где вам удобнее, там вы его и найдете. Рисунок я каждый ряд с вами провязывать не буду, я вам расскажу просто, как его вязать, как читать схему. Схема у нас, ее можно вязать и вниз, и вверх. Мы будем вязать с ножек до ушек, можно вязать с ушек до ножек. Мы начинаем. Первый ряд у нас 1 петля, которая у нас была, 5 петель лицевых по рисунку. Так, 5, 2 петли изнаночные, бежевые это у нас изнаночные петли, белые это лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная это у нас хвостик, 2 лицевых, вторая ножка, 2 изнаночных. Сейчас я вам на телефоне с вами покажу эту схему. Вот, смотрите, все бежевые это у нас изнаночные, все белые это лицевые. Вяжем рисуночек, он не сложный. Главное, следите за схемой. Каждый ряд у меня нет возможности провязывать, это будет очень долго. Схема простая, в ней чередуются только лицевые и изнаночные петли. Это считается теневым рисунком. Извиняюсь, я немного заболела. Вот у нас уже сформировались наши ножки. Так как мы вяжем по кругу, у нас рисунок будет идти в каждом ряду. То есть мы до конца довязываем петельки оставшиеся, возвращаемся к первому маркеру и продолжаем вязать второй ряд рисунка. Второй ряд рисунка. Во втором ряду мы вяжем наша лицевая, которая неизменная, опять же 5 лицевых, и провязываем от первой до последней изнаночной все изнаночными, вот эти, которые были лицевыми, и хвостик, 2 лицевые, которые были провязаны изнаночными, и 2 изнаночные. Таким вот образом вяжем. Схема очень простая. Далее у нас будут чередоваться лицевые и изнаночные. У нас будет получаться жемчужный узор у нее на животике. Так что вяжите самостоятельно, потому что времени займет очень много, если я буду прям показывать каждый ряд. Вам проще научиться читать схему, потому что я и так уже примерно вам объяснила. Дальше вы уже сами сориентируетесь. Заканчиваю вязать 20 ряд по схеме. И сейчас мы начнем вязать 3 вот таких же полосочки, чтобы у нас были сверху. Как мы их вяжем?
Довязываем до конца ряда. Ряд у нас начинается с зеленого маркера. И теперь нам нужно провязать 5 петелек изнаночными. Те 4 петли, которые мы добавляли, мы их перебросим на переднюю сторону, так как передняя сторона у нас была намного меньше, чем задняя, а сейчас нам надо их выровнять. Поэтому мы будем вязать платочной вязкой не все 14 петель, а только 10. Вяжем до вот этого маркера. Я довязала до первого маркера, и 10 петелек нам нужно провязать изнаночными. 5 рядов платочной вязки нам нужно связать вот в этих двух местах. Также, когда мы довяжем ряд до конца, перед маркером, который зелененький у нас, мы провяжем еще 5 петелек. Сколько? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Продолжаем вязать по рисунку. У меня сейчас по рисунку 21 ряд. Я провязала рисунок, и сейчас нам нужно провязать еще 5 петель изнаночными. И вот эти 5 мы провязываем изнаночными. Следующий ряд мы вяжем лицевыми. Ну и соблюдаем, конечно же, рисунок, 22 ряд. После этого опять изнаночными эти 10 петель. И таким образом у нас должно быть 5 рядов платочной вязки. Так, вот так сейчас выглядит на данный момент боди. И сейчас мы будем делить уже на две части. Рисунок в 25 ряду, как вот считать, 25 ряд закончила. И рисунок полностью закончен. Всего у нас получается сколько? Тут 24 и тут 34 ряда у нас получается верхняя часть. И сейчас мы начинаем делить на спинку и перед. Маркер нам больше не нужен этот. Мы провязываем петельки. Сейчас скажу сколько. Мы провязываем 5 петелек в начале и 5 вот эти вот тоже петелек. И будем разворачиваться. Получается, на заднюю часть у нас приходится 38 петелек в этом размере. Провязываем 4 и 5 мы провязываем изнаночной. Она у нас становится теперь кромочной. Мы разворачиваем изделие, и в этом моменте вы можете отделить вот эту часть на другие спицы. Но сейчас пока что я вам покажу, что мы делаем дальше. Этот ряд мы провязываем 4 петли лицевыми в нашей кромочке. И остальные мы вяжем изнаночными. Маркер нам больше не понадобится, и этот можно убрать. Ну, в принципе, вы увидите, что вот до этого места мы вяжем и разворачиваемся на лицевую сторону. Пятую петлю мы также провязываем изнаночной, она теперь у нас становится кромочной. Сейчас мы начинаем делать убавки. Сейчас скажу, до какого количества петель мы делаем убавки. До 18, 20 и 22 петель. Получается, нам нужно убавить, чтобы у нас осталось 18 петель. И нам надо будет, по-моему, в 7 ряду убавок начать делать платочную вязку. Ярослав. А где папа? То есть после 7 ряда мы будем провязывать все ряды. После не 7 ряда, 7 ряда убавок. После 7 убавки мы будем провязывать все изнаночные ряды лицевыми петлями, для того, чтобы у нас сформировалась платочная вязка. Убавку делаем таким образом. 2 вместе с наклоном вправо в начале ряда, после нашей вот этой вот кромочки. И 2 вместе с наклоном влево в конце ряда. Вот у нас последние 2 петли, мы их провязываем с наклоном влево. Довязываем оставшиеся 5 петель. Убавки делаем в каждом лицевом ряду. Всего у нас будет 10 рядов убавок. Ну, 10 убавок, я опять путаюсь. С убавками у нас будет всего 20 рядов. Всего. Так вот. Сейчас 7-я убавочка будет. И после нее мы будем провязывать все изнаночные ряды лицевыми петлями. Еще раз покажу, как делать убавки. Петли развернулись. Первые 4 петли мы провязываем лицевыми всегда. Далее мы
Теперь снимаем маркер, разворачиваем петли правыми дужками вперед и делаем нашу 7-ю убавку. Довязываем до конца ряда, делаем 2-ю убавочку. Тут уже петель осталось мало, поэтому я их провяжу сразу же. И у нас 2-я убавка. 2-ю убавку мы делаем вот так, за задние дужки 2 вместе. Провязываем до конца ряда. И следующий ряд мы весь провязываем просто лицевыми петлями. Таким образом, нам осталось сделать еще 8-ю, 9-ю и 10-ю убавку. И после этого мы с вами встретимся. Все петельки в изнаночных рядах мы вяжем теперь лицевыми. Я сделала 10-ю убавку и провязала изнаночный ряд. После нее, как видите, у нас получается 4 полосочки, а я хочу, чтобы их было 5. Поэтому мы сейчас провяжем один ряд без изменений лицевыми и вернемся обратно на лицевую сторону. То есть без изменений мы сейчас провяжем 2 ряда лицевыми петлями. Просто маркеры уже мы убираем, они нам больше не понадобятся. И из задней части нам остается сделать только бретели. Вяжем до конца, и сейчас я расскажу вам, как сделать бретели. Так, вот и готовы наши 5 полосочек. И что мы теперь делаем? Мы провязываем 6 петель. Первую мы снимаем, вяжем 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас 6 петель. И эти петли нам надо закрыть. Мы провязываем 2 вместе, возвращаем 2 вместе, возвращаем. Таким образом нам надо провязать, чтобы у нас осталось 5 петелек здесь. Еще одну и последнюю у нас. Так вот, мы закрыли петельки. И вот это у нас становится первой для этой бретели. Тут мы потуже провязываем, чтобы не было у нас дырочки. И сейчас нам лучше перейти на чулочные спицы. В больших размерах вы можете взять на каждую бретель, ну, допустим, по 8 петелек, да? Мы разворачиваем и вяжем 40 рядов, и в больших размерах 44 и 48 рядов. Вяжем теперь эти 6 петель просто платочной вязкой. Так, это мы убираем, это нам сейчас не нужно. Вяжем 40 рядов. Я беру 2-ю чулочную спицу и вяжу. 2-ю бретель мы начинаем вязать с изнаночного ряда, потому что лицевой мы там уже провязали. Просто когда уже закончим с этой бретелью, отрезаем ниточку, закрываем бретель точно так же, как мы здесь закрывали петельки, и вяжем 2-ю точно такую же. И тогда мы переходим уже к передней части. Почти готова 2-я бретелька. Давайте я покажу вам, как мы ее закрываем. Вот эта вот ниточка, с которой мы начинаем, вы потом ее вот сюда вот протянете и с задней стороны закрепите. Так. Закрываем так же, как мы закрывали средней части петли между бретелями. Так. 2 вместе за заднюю стенку, вернули. 2 вместе за заднюю стенку, вернули. Сейчас уже я переодену переднюю часть на спице 3 миллиметра и начнем с вами уже ее вязать. В передней части все будет даже еще проще, потому что нам нужно сделать здесь всего 8 рядов убавок. Первые 2 ряда мы вяжем без изменений. Лицевой и изнаночной нам нужно просто провязать, потому что в задней части мы также делали. Провязываем лицевой ряд
и изнаночный, соблюдая наши вот эти вот кромочки. 4 петли в начале, 4 петли в конце. Убавки мы делать будем точно так же, как мы делали их до этого. Сейчас скажу, до какого количества петель. 8 рядов всего должно быть. До 21, 23 и 25 петель. Делайте последнюю убавку, вот, допустим, в моем случае это будет 21 петля, и мы с вами встречаемся, я покажу, как делать прорези под пуговки. Я провязала 8-ю убавку, я, извините, ошиблась, нужно связать 9 убавок. Это я уже оговорилась. Но давайте сразу же после 8-й мы провяжем первый ряд платочной вязки, для того, чтобы сильно не растягивать, чтобы передняя часть не была намного выше, чем задняя. Так что начинаем вязать в изнаночном ряду лицевые петли, как мы это делали в задней части. Когда у нас будет 3 полосочки изнаночных с лицевой стороны, нам надо будет сделать в лицевом ряду прорези под пуговицы. То есть сейчас я вяжу полностью ряд лицевыми, делаю последние 2 убавки и будем делать прорези под пуговицы. Сейчас нам нужно сделать прорези под пуговки. Кромочную мы снимаем. Снимаем кромочную, вяжем 3 лицевыми. Делаем накид и делаем 1 убавочку. Вяжем дальше. У нас должно остаться 6 петелек вместе с кромочной. Так, вот эти, еще 2 петли вяжем. Так, здесь мы убавку сделали. Давайте также здесь сделаем, чтобы вот это стояло сверху. То есть мы сделаем здесь вот так вот, чтобы эта петелька стояла поверху. Делаем накид и довязываем до конца ряда. Нам осталось провязать еще 3 ряда. 2 изнаночных и 1 лицевой. Мы будем закрывать петельки. Когда у нас готова 5-я наша полосочка, вот она. 1, 2, 3, 4, 5. Мы закрываем петельки так же, как я вам показывала во всех других моментах. 2 вместе. За заднюю стенку лицевой вернули. 2 вместе, за заднюю стенку лицевой вернули. Все. Нам остается только убрать все ниточки аккуратно крючком и пришить пуговицы. И бодик готов уже. Готов мой бодик. Совушку хорошо видно на камере. Цвет, конечно, в жизни немножко другой, но он тоже такой классный, яркий. Так смотрится задняя часть. Всем спасибо за просмотр и всем пока.